В то время как на сайте Укртрансгаз продолжают красными флажками отмечать, сколько дней они уже обходятся без агрессорского газа. На самом деле не дней, а лет, с 2016 года, но они каждый день отмечают как праздник. Произошло одно знаменательное событие, которое почему-то осталось незамеченным в стране вечно зеленых помидоров. Венгрия через систему европейских интерконнекторов подключилась к турецкому и балканскому потокам. Последний является продолжением турецкого, и таким образом отвязалась от украинской трубы. В то время, когда у Зеленского продолжают проклинать и бороться с Северным потоком-2, «Газпром» облегчает украинскую трубу с южного направления. А к турецкой трубе у Зеленского, выходит, претензий нет? Или с Эрдоганом цапаться себе дороже? Теперь к получающим ранее российский газ через турецкий поток Греции, Болгарии, Румынии, Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговине добавилась еще и Венгрия, связавшая себя интерконнектором с Сербией. С 1 октября труба заработает. Следующая на очереди Австрия со Словакией, после чего Европейское «Газпромовское кольцо», связывающее северные и турецкие потоки, замкнется. И тогда проблемы начнутся не только у Украины, но и у Польши. Хотя они у нее уже начались. Подлец «Газпром» резко, более чем в 8 раз, до миллиарда кубов с небольшим, сократил резервирование мощностей ее замечательной ГТС «Ямал-ЕС» на 4-й квартал этого года в расчете на запуск СП-2 и вообще отказался бронировать мощности на следующий год, с октября 2021 года по октябрь 2022. И что вы ему сделаете? Имеет право. Третий энергопакет, за что, собственно, гордые шляхтичи и боролись. «Газпром» сознательно играет на повышение цен на голубое топливо. Еще месяц назад мы удивлялись $350 за 1000 кубов, зарегистрированным на голландском газораспределительном хабе TTF, а теперь эта цифра перевалила уже за $450 и продолжает расти. Свободный рынок – икона современного либерализма. Газа физически нет. Подлые катарцы и американцы продолжают гнать свой СПГ на премиальные рынки Юго-Восточной Азии, где цена на газ вдвое дороже, а «Газпром» самым наглым образом не повышает нормы прокачки газа свыше законтрактованных. И ведь не придерешься, должен поставить энное количество газа по договору, нате, получите. А на больше, извините, денег нет. Ведь ваш замечательный оператор украинской ГТС за каждую 1000 кубов газа, прокачанную сверх оговоренных 109 миллионов кубов, сутки, это 40 миллиардов кубов, год, поделенный на 365 дней, дерет в 3 шкуры, с повышающим коэффициентом 1,2. Извините, «Газпром» не резиновый. Украинский тариф настолько невменяемый, что даже Венгрии получать российский газ через обводящий южный маршрут, который вдвое длиннее, оказалось дешевле, чем напрямую через Украину. Тем более, что там «Газпром» частично платит сам себе, потому что турецкая труба наполовину в его собственности, а украинская ГТС 100% принадлежит «Нафтогазу». Сделаем поправку, пока еще принадлежит. Полезные идиоты «Газпрома», и вот Европа столкнулась с ранее неизвестным явлением. Цена на газ летом, когда надо закачивать его в подземные газохранилища, готовясь к зиме, оказалась выше, чем зимой. И причины ведь объективные. Добыча собственного газа в Европе падает. Сначала турецкий поток, потом газопровод Ямал-ЕС, а затем и СП-1 становится на плановый ремонт, пусть всего на неделю, но газа в Европе от этого больше не становится. «Газпром» сознательно играет в эту игру, зарабатывая не на количестве поставленного газа, а на его цене. Миллер уже не знает, куда складировать внезапно свалившуюся прибыль, ведь на этот год в бюджете его ведомства цена на газ была запланирована в размере $171 в 1000 кубов, а она уже перевалила за 450. У Миллера могут возникнуть проблемы только с дырками для орденов. Для новых орденов на его пиджаке уже нет места. Все полезные идиоты, воюющие с Северным потоком-2, начиная с европейских защитников фауны и прочих зеленых невменяшек, и кончая гордыми бритами, поляками и совсем уже потерявшими берега нашими украинскими небратьями, играют только на руку Миллеру и Путину. Цена на газ продолжает расти. За аномально холодной и длинной зимой, которая в Европе закончилась лишь к середине апреля, пришло не менее аномально жаркое лето. Асфальт и люди плавятся от жары, кондиционеры работают на полную нагрузку, где взять электроэнергию для них? Правильно, только сжигая газ, ведь атом и уголь в Европе, благодаря нашим полезным идиотам, под запретом. А газа нет.
Его нет и в ПГХ, почти весь сожрали за прошедшую холодную зиму. Европейские газовые подземные хранилища заполнены чуть более, чем на треть, украинские, где они тоже хранят свой газ наполовину. Самое время их пополнять. Но дорого. Как они будут проходить зимний период, я не знаю. Вся надежда на СП-2. В этом и заключается хитрый план Миллера. Обнаружив полупустые ПГХ и, не дай бог, столкнувшись с очередной холодной зимой, европейцы на коленях приползут к «Газпрому» с просьбой открутить вентиль СП-2 на полную. Миллер так наивно спросит, а как же третий энергопакет, согласно которого «Газпром» не может рассчитывать более чем на 50% мощностей своей же трубы? И европейцы скажут, да черт с ним, с этим энергопакетом, скорее врубай газ. И «Газпром» врубит, что несколько собьет цену на газ. Но, во-первых, «Газпром» отобьет разницу на количестве, а во-вторых, не сильно-то и собьет, учитывая, что в первый год через сечение СП-2, заложенные по проекту 55 миллиардов кубов, пройти не могут чисто физически. Мощность будет увеличиваться постепенно в течение последующих 3 лет. И первым, кто приползет к Миллеру на коленях с просьбами об открытии СП-2, будет Зеленский. Потому что покупать свободный европейский газ, сами понимаете, с молекулами свободы, на свободном европейском рынке газа по существующей цене Зеленский не сможет. Они ругали газовую принцессу Тимошенко, которая чуть не заключила в 2009 году кабальный газовый договор с Россией на поставку газа по цене $450 тысяч кубов. Позже цену удалось сбить до $232. А сейчас цена такая же. И что делать? Падать в ноги «Газпрому», чтобы уже скорее запускал СП-2 хотя бы нитку В. Ведь в подземных хранилищах Украины на данный момент всего 16 миллиардов кубов газа, в то время как на начало отопительного периода там было 28. За холодную зиму подняли 13 миллиардов кубов, а по новым ценам закачали всего 1 миллиард, цена-то кусается. Но беда даже не в этом. Дело в том, что из имеющихся в ПГХ 16 миллиардов кубов, 4 миллиарда кубов, 4 миллиарда принадлежат иностранным резидентам, они там их просто хранят, еще 5 миллиардов. Это неизвлекаемый остаток, он нужен для сохранения давления при подъеме. Сколько остается? 7 миллиардов? Беда. С таким количеством газа зиму не пережить. Про цену его я уже молчу, она ляжет на бедного украинского потребителя. Хотели в Европу? Пожалуйте. Начните пока с цен, зарплаты поднимем позже, для тех, кто выживет, а их будет немного. Кому не нравится, идите, попрыгайте еще. И ведь на этом подлый Миллер не остановится. Кабальный договор с Украиной, который подписан на 5 лет, до 2024 года включительно, заключен на условиях «качай или плати». Россия, согласно ему, обязана прокачивать через украинскую ГТС в этом и последующие до 2024 года по 40 миллиардов кубов ежегодно. И даже если не прокачает, все равно заплатит. Причем договор составлен таким образом, что РФ платит за суточную прокачку 109 миллионов кубов. Это 40 миллиардов, поделенные на количество дней в году. За каждые 1000 кубов свыше 109 миллионов кубов. Сутки «Газпром» платит с мультипликатором 1,2. Таков договор. Украинцы думали, что они обхитрили всех. Но вся фишка в том, что в зимние месяцы потребление газа выше, чем в летние. За 4 месяца условной зимы съедается газа столько, сколько за 8 предыдущих месяцев. И Украина думала, что «Газпром» будет только переплачивать, наращивая зимние поставки. Но «Газпром» может сделать финт ушами. Положено 109 миллионов кубов, сутки, извольте, получите. А на большее, извините, денег и газа нет. Все претензии в стокгольмский арбитраж. А может даже и 109 миллионов не прокачать, но заплатить, как за прокачанный. Ведь принцип «качай или плати» никто не отменял, черт его дери. Где тогда брать недостающий газ европейцам? Правильно, из ПГХ, но его там нет, спасибо «Газпрому». Что тогда делать? Об этом я уже сказал выше, падать в ноги «Газпрому» и молить о пощаде. Включите, добрый дядя Миллер, СП-2 на полную. Добрый дядя Миллер подумает. Но что делать в этой ситуации Украине? Ведь она агрессорский газ не закупает. Только свободный, и только на свободном европейском рынке. Даже газ собственной добычи, эти несчастные 16 миллиардов кубов газа в год, она тоже якобы закупает на европейском хабе, кладя стоимость несуществующего транзита на своих бедных граждан.
А на свободном рынке газа нет ни по 450, ни по 500, ни даже по $550 за 1000 вражеских кубов. Да и откуда ему там взяться, когда «Газпром», согласно контракту, поставляет по 109 миллионов кубов в сутки и не кубом больше, а может и меньше, оплатив разницу, но газа от этого все равно больше не станет. А договора на поставку газа в Украину у «Газпрома» нет, только на транзит. Ей же агрессорский газ все эти 6 лет был не нужен. И что тогда делать Украине, где начнется энергетический коллапс, который может закончиться и сменой власти? Одна лишь беда, боюсь, добрый дядя Путин опять пожалеет клятых небратьев и не даст им замерзнуть.